Всем привет, дорогие наши зрители и подписчики канала на YouTube. Сегодня вместе с вами я буду делать камин. Мы хотели это сделать в том году, но что-то как руки тогда у меня не дошли до этого. Будем делать в этом году. И что же мне понадобится? Как видите, у меня тут гора картона присутствует. Детки мне, несомненно, будут помогать, потому что нужна будет их помощь в любом случае. Пока на данном этапе мне понадобится уровень, я приготовила. Кстати, нужно еще, сыночек, найди мне еще линейку. Линейка нужна будет. Также канцелярские ножи я приготовила 2 штуки. У меня 2 разных. Обычные ножницы, рулетка. 2 вида скотча, один обычный, один такой вот у меня сеточка и скотч. Не знаю, понадобится, не понадобится, это уже будем смотреть по ходу. Кисточка, обычный карандаш и клей. Клей он склеивает также поверхности именно картона, что очень здорово. Также нам понадобится еще будет краска и газета. Это я все вам покажу уже позже. Что это будет делаться. Ну а теперь для начала нам нужно собрать коробки воедино, чтобы желательно, чтобы форма коробок была одинаковая. Тут 3 точно есть одинаковых. Сейчас будем искать также 4-ю, чтобы хотя бы они были одинаковые. Итак, процесс работы у нас кипит. Конечно, сейчас это выглядит просто ужасающее зрелище. Абсолютно некрасиво, абсолютно непонятно, скажем так. Ну, надеюсь... Ну, куда ты так двигаешь, Владик? Еще подожди. Смотри, ну, все нормально здесь. Нормально, по размеру все хорошо. Я вроде как надо по-другому поставить. Ну, ладно, раз Владик захотел так, то захотел так. Бог с тобой уже. Куда ты уселся? Так, дальше. Сейчас мы делаем дно. Гер, да, вот ты здесь вообще не нужна. Абсолютно ни к чему. Помощница. Ну и помощница. Влад, может, все-таки перевернем, пока не поздно? Вот не дают мне покоя эти коробки. Ну, никак. Ну, никак не дают мне покоя. Ладно, давай делать так, как ты хочешь уже. Нет, все равно нужно по-другому. Сейчас я придумала, что мы сейчас сделаем. Итак, ну что же, работа идет полным ходом. Вот так у нас вот Ильюха уже помогает, мама делает. И пока Смотрите. вот такой Делай. камин получается. Сейчас мы все закрепили, и теперь в этой части мы обклеиваем газетами, кусочками газеты. То есть нам надо полностью все заклеить кусочками газеты. Небольшими. По-моему, если не ошибаюсь, даже тут. Да, все везде, со всех сторон обклеиваем. Ой, ребят. А вон там я, где я вырезал. А это у нас будут кирпичики. Так, ну что, наш камин. Что-то у нас такое получается. Голова, честно, раскалывается. Тут столько клея было сюда вылито, что голова сейчас вообще не соображает ничего. Запах ужасно. Открыла балкон, полностью проветривать квартиру, потому что невыносимо. Так, собираем все, Илюша, Вероника, собираем весь мусор, который здесь есть. Вероника, слышишь меня? Так, сейчас начинается у нас еще одна часть, которая... Убирайся, Илюша, отсюда. Это не надо сюда это делать, здесь. Такие мы вырезали из картона типа кирпичики. И теперь нам надо их аккуратненько приклеить по всей поверхности, соответственно, нашего камина. Так, мы продолжаем обклеивать наш камин. Кирпичиками вырезали еще дополнительно, потому что очень мало. Конечно, до конечного результата еще далеко, поверьте, потому что это еще далеко не все. Ты уже одну стенку обклеила, да, я смотрю? Да, вот сюда надо еще. Да, вот сюда еще. Сюда. Ну, тут чуть-чуть прям осталось. Ну, и вот эту нижнюю часть, нижнюю, вот это все надо еще доделать. Я на кухне пока пока мама готовит есть, я это делаю. Да, доклеивает оставшиеся части камина. Не знаю, успеем мы сегодня уже или не успеем. Хотелось бы сегодня еще покрасить его. Так, ну что, мы продолжаем снимать наш камин. День 2, так как за один день мы не успели ничего сделать. Мы успели, да, открыть. Ой,
привести его вот такой вот вид. Нам вчера не хватило кирпичиков, нам вчера по бокам, и там вот немножко доклеить. И в итоге мы решили оставить на сегодняшний день, потому что в любом случае вчера мы не успели его не покрасить, ничего. Так, поэтому вот такой вид. И сейчас увидите, что мы будем делать с ним дальше. Так, ну что, следующий наш этап. Вероника, смотри, конфеты едят. У нас это покраска нашего камина, да. Самое интересное, что я не стала покупать специальную краску для него. У нас, отойди аккуратненько, у нас была краска для потолка потолочная, чисто белая, поэтому я решила использовать именно ее. Когда раз нужно аккуратно прокрашивать, не забудьте что-нибудь постелить на пол, потому что... О, вот это ты полностью закрасила. Да, сейчас будем все закрашивать. Ой, блин, мама. Двигайся, Вероника. Двигайся. Теперь все хорошо прокрашиваем. Так, ну что, наш камин практически готов. Так вот он выглядит уже покрашенный. В данном случае с камином закончено. Теперь только остался процесс его украшения. Так, ну что, наш камин готов, и вот так он у нас выглядит. У нас там настоящие палочки с улицы, то есть дрова наши. Сюда мы положили гирлянду, у нас все светится, сияет. Носки у нас тоже все одинаковые. Почему-то только у нас один красный получился, надо его желтым сделать. Сверху у нас мандарины, свечи, символ года предстоящий, естественно. Да, мышь. И вот такая у нас красота. Делается, в принципе, легко. То есть, конечно, самое трудное это собрать коробки воедино, обклеить его, сделать кирпичики. У меня изначально была немножечко другая идея, чем сделать кирпичи. Кирпичи можно также сделать из пенопласта. Они выглядели намного аккуратнее и вырезать их намного легче. Но, к сожалению, я вчера обошла все магазины строительные ближайшие и не нашла пенопласта. То есть, ехать специально там в Обби, например, за ним мне как-то уже, честно, не очень хотелось. Поэтому решили делать все-таки из картона. Вот так оригинально будем встречать этот Новый год с камином.